Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Vivo IQ Neo 7. Что это за девайс? 1 000 000 баллов в Antutu, 90 тысяч баллов в Storage тесте. Он великолепен для игр, под него специально есть геймпад, чтобы вы могли играть с радостью. К сожалению, здесь нет триггеров, с одной стороны. С другой стороны, здесь прямые грани, минимальный подбородок. Я считаю, что его практически нет. Я считаю, что великолепная съемка по ходу пьесы, по ходу обзора. Я для вас сравню его с другим относительно аутсайдером нашего рынка, потому что это Honor 80 Pro. И я понимаю, что камера не всегда самое важное в смартфоне, но, опять же, вряд ли вы будете смартфоны покупать дороже $500, когда понимаете, что из этих 500 2,5 потратил производитель на маркетинг и, собственно, создание этих камер, и не будете ими пользоваться. Мне этот смартфон понравился. Он, по большому счету, чистой воды игровой, как и все IQ, с одной стороны. С другой стороны, у меня был IQ 11 на глобальной прошивке, этот на китайской прошивке. Вы можете посмотреть обзор на канале. Так вот, IQ 11 в каких-то моментах мне понравился меньше, чем этот смарт. Да, у него одна и та же оболочка по факту, но плюсов и минусов здесь хватает. Поэтому девайс интересный. Если вам все еще интересно сравнение странных устройств, я всегда делаю вход сначала на Sony FX3 с родовским микрофоном, потом вы увидите вход на два различных устройства: на основную камеру, на фронталку и несколько примеров съемки. После этого стандартно у меня основные тесты, примеры камер и то, что я хочу вам донести, резюмирую в конце. План вы знаете, не забудьте подписаться на канал, поставить 1000, допустим, лайков этому ролику. Продолжу банкет с китайскими смартфонами, которые вы вряд ли когда-то купите. Смотрим. Ну еще раз, всем привет. Сейчас вы видите сходу два смартфона стоят на одном штативе. Кто насколько кропает 4К, кто до 3,7. Вы сейчас видите. Слышите, как работают обычные микрофоны. До этого вы слышали роды. Помещение не предназначено для записи аудио. Для видеосъемки, в принципе, хватает здесь света. И я думаю, что вы примерно можете оценить, насколько хорошо, допустим, записывает звук Honor и насколько хорошо записывает звук и насколько вам нравится картинка у Neo 7. И, к сожалению, либо к счастью, я не могу сказать, что один или другой смартфон сразу сходу мне понравились намного больше. У IQ сразу говорю, что ночью на данный момент шумы вполне возможно с прошивками допилят. У Honor мне не понравилась работа с светом, источниками различными, особенно ночью. Смотрите, сейчас все для себя решите. Смотрим. Ну и здесь фронталку. У IQ максимум у нас 1080p 30 fps. У великого и ужасного Honor 80 Pro, напоминаю, у китайской версии нет гуглов, и я на данный момент даже не знаю, как их завести. Так вот, у Honor здесь 4К 30 FPS на фронталке, но у Honor есть, получается, ультраширик. То есть вот сейчас вы видите в 0.8, и я включаю единичку, вот примерно так они будут снимать в одинаковых условиях. Если говорить опять же о съемке фронталок и всего остального, я делаю определенный акцент на чем. Смотрите, вы меня видите, допустим, на одном смартфоне лучше, на другом хуже. Но, первое, не факт, что это не все поменялось после рендера YouTube. Не факт, что если вы будете закидывать одни и те же файлы в ту же телегу, что из смартфона, который вам больше понравился, получится худшие фотографии, худшие видео. Почему? Напоминаю, что я многое тестирую через свою личную телегу, скидываю туда фото и потом скидываю исходники. И очень часто, не считая Яблока или Самсунгов, в любых мессенджерах, любые смартфоны, которые, допустим, Huawei или Honor, показывают бомбические результаты, они показывают худшую картинку не в сжатом режиме. То есть у них нет оптимизации под конкретные мессенджеры. Это особенно касается, кстати, пикселей. У пикселей с этим делом все очень хорошо. И с запрещенной сетью, не будем говорить какой, и с мессенджерами, которые пока не запрещены, какие-то. Вот так работает фронталка, но вы сейчас слышали, как работает фронталка у Neo 7 без усиления голоса. Это определенно отдельная функция. Вот сейчас вы слышите фронталку с Neo 7 с усилением голоса. Да, у них очень много фишек различных. И если вы живете в Китае, конкретно для IQ, там просто бешеное количество улучшалок, даже по вибро и всяких штуковин, которые заставляют думать, что есть куда стремиться, во всяком случае, в глобале всем производителям, потому что маркетинг в Поднебесной
он создает такие вещи, которые бы у нас точно зашли, но у нас они пока не работают. Это касается в первую очередь игровой индустрии, на которую и настроен, и нацелен iQOO. И двигаюсь я в кадре не потому, что мне тяжело стоять, а потому что я хочу, чтобы вы видели, как это все дело быстро меняет автофокус и насколько хорошо они теряют, либо не теряют фокус, глаза, что там с размытием. Думаю, что исходников я достаточно закину в телеге для того, чтобы вы смогли оценить все это дело. Смотрим. 4К 60 FPS. Ну что же, два конкурирующих бренда. Не включаю сознательно в iQOO пока запись с усилением голоса. Если смотреть на экраны, то картинка, разумеется, более яркая и больше мне нравится на iQOO, но вам будет виднее, потому что это все будет после того, как я скину все это дело на, опять же, компьютер. Сейчас включаю усиление голоса и начинаем двигаться, чтобы увидеть, как в 4К 60 FPS по-разному по стабу записывают два смарта. На данный момент я, конечно, вижу, что Vivo, точнее iQOO, правильно сказать, iQOO, намного хуже стабилизирует изображение. Может быть, я и не прав, но посмотрим, как это все дело будет скидываться на стационар. Но пока Honor X8, Honor 80 Pro показывает себя нереально круто в плане съемки. То есть я смотрю, что даже уровень он держит. И, разумеется, все обновлено, и, разумеется, iQOO еще, iQOO, давно достаточно продается. Но по поводу стабильности процессора Dimensity не стало более стабильным, это раз. А второй момент по поводу прошивки, опять же, они ее уже допиливают давно, а Honor намного свежее. Так, сейчас пробуем увеличивать максимум на Honor на X6, максимум на Vivo iQOO X10. Ну а вот зум, давайте на X6. Зум мне больше нравится. Ой, странный X6, правда? Ну-ка давайте, чтобы картинка была примерно одинаковая. То есть здесь у нас X6 честные, наверное, на Honor, и X10 на iQOO. Все познается в сравнении, да? Фокусное расстояние, апертура и... Ладно, к чему это все? К тому, что примерно same, но может быть на Honor чуть-чуть меньше деталей, но чуть-чуть четче картинка. 4К 60 FPS, максимально сложная локация. Если брать iQOO, то, к сожалению, 4К 60 FPS идет без стабов, даже без стандартного. Чтобы был какой-то стаб, нужно включать 4К 30 FPS. Мы сейчас это попробуем сделать. Теперь 4К 30 FPS у обоих девайсов, и вы видите, как снимает Honor. Вы видите, как снимает в этой ситуации у нас великий ужасный iQOO Neo 7. Вот сейчас я иду, и я вижу, что у Honor со стабом уже начинаются проблемы. Давайте попробуем в 1080p, может еще веселее будет, потому что там есть супер стаб. Ну и теперь самая стандартная съемка. Почему? Потому что большинство как раз в 1080p 60 fps и будут снимать. Правильно? Зачем большинству 4К? И я вижу здесь довольно простую картину, и я думаю, вы тоже ее видите. У iQOO 7-го шумы и еще раз шумы. Вот за что вы переплачиваете, покупая премиальные смартфоны. Хотя, опять же, iQOO Neo 7 дешевым не назовешь вообще никак, особенно если в хорошей комплектации. И если говорить о фронталках в тех же условиях, вот, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, да. Слов нет. Если встать, то слова есть. Но у каждого из этих смартфонов есть свои минусы по фронталке. Поэтому сказать однозначно, что кто-то лучше, хуже. Вот сейчас очень интересные дела, потому что у Honor 80 Pro показывает 4К 30 FPS разрешение. У фронталка у iQOO всего 1080p 30 FPS. Смотрим стаб, еще будем смотреть не раз, но по ощущению, хотя отключены и там улучшалки, улучшалка на Honor работает еще гигей как. Но опять же будем смотреть потом на большом экране. Пока по мне
Очень странные дела. Два разных двухоконных режима. И на, получается, Honor можно в онлайне менять иксы для основной камеры. У Vivo такой возможности нету, но есть возможность уменьшать температуру света, добавлять яркость или убирать. Ну, поиграться что можно сделать? Поиграться можно поменять у Honor картинку, чтобы она была вот такой. И вот, уже плюс-минус одинаково становится, правильно? Да, фронталка сразу видна. Видите, позади меня у iQOO все видно, у Honor нет. Но 4К 60 FPS, и сейчас вы видите один и тот же объект. Стараюсь вести плавно. Допустим, остановимся, посмотрим, как он среагирует, один и второй смартфон на машину. Движущийся объект, противный красный свет, фонарь. И, ну, тут понятно, кто лидер, но все равно посмотреть интересно, согласитесь, особенно в таких условиях. Хотя нет, вот смотрите, здесь Honor Fail ловит, но здесь на Honor можно сделать X2, а на, получается, iQOO аж X10. Ну что ж, понеслась. Адский тест, 4К 60 FPS. Напоминаю, что у Honor даже у основной камеры ограничение сейчас 15 минут. И к чему это все? Вы говорите, может быть много сравнений по камерам. Вы видите сейчас у iQOO Neo 7 шумы, но здесь основное не сравнение по камерам. Хотя я вам показываю, как они работают. Допустим, я очередной раз сейчас могу вам напомнить, что ни у одного, что ни у второго смартфона, как я знаю, нет пока глобальной версии. То, что у iQOO точно не будет ее 99%. Хотя, с другой стороны, у iQOO 11 и 11 Pro глобалки есть. С другой стороны, у Honor будет глобалка или нет, как говорится, это не имеет значения. Почему? Потому что здесь нет гуглов, и заводятся они, если заводятся потом на Huawei или Honor, с лютыми костылями. По идее, у Honor не китайской версии гуглы есть. Но не китайская версия стоит просто космических денег. И опять же, за этот прайс можно купить много чего. Если посмотреть, что происходит с камерой, напоминаю, что Honor все-таки намного свежее смартфон, но все последние прошивки здесь установлены. Здесь мы на iQOO видим часто шумы, а с другой стороны Honor нам показывает, что у него не все хорошо с частотой мерцания, то есть он ловит мерцание. Вот сейчас нет мерцания, и бах, оно появилось. Ни тот, ни другой, получается, контент по большому счету использовать нельзя, хотите вы этого или нет. Но тест адский. Почему? Потому что это не стабилизатор. Когда-нибудь, может, буду еще на стабилизаторах тестировать, если просмотров будет больше. Это просто штатив. Зафиксировано два смартфона, 4К 60 FPS, и в руке я его, получается, один и второй ношу. Здесь четко видно, что здесь четко видно? Что один в шумах, а второй с мерцанием. Все, что здесь видно. Если говорить о смартфонах, а конкретно стоит ли их приобретать, разумеется, нет. Почему? Потому что за эти деньги можно купить тот же OnePlus 11 в глобале, потом можно купить, если OnePlus не нравится, Xiaomi 13 чуть-чуть докинуть, глобалка будет в феврале. Можно много чего купить. Но интересно же, правильно, потому что кто-то все равно купит. У того же iQOO, в ролике не покажу, есть в продаже специально под него джойстик накидной. То есть фактически мы получаем игровой маньячный смартфон. Но по поводу тротлинг-теста, что вы видели, много кастомеров, пользователей, которые мне писали, что была такая же проблема с процессором раньше, с его тротлингом, но она и осталась. В целом все. И немного фронталки в тех же адских условиях, только единственное, я сейчас на iQOO включу усиление голоса. И сейчас вы слышите, допустим, голос с iQOO, а сейчас вы слышите, наверное, голос с Honor. И как мне часто пишут, Саня, ты перепутал картинки. Как, допустим, когда я тестировал
OnePlus 11 вместе с iPhone 14 Plus. Нет, никак вообще не перепутал. Можете посмотреть хорошенько. Почему? Потому что у iPhone всегда лучше скинтон, а у OnePlus мне кажется, что скинтон не особо хорош. Хотя, с другой стороны, iPhone тогда у меня красил футболку аж в синий цвет. Может быть, разок там картинки показались, что не те, когда автофокус сделал, но это те картинки. Они в разных папках, их нереально перепутать при рендере. И вот так вам будет достаточно, я думаю, 52 секунды ночью, чтобы понять, что по мне, вот, допустим, X1, у Honor какая-то штука, он сглаживает. Моложе на Honor. Мне должно нравиться, но нет. Я за хардкор. Распаковка. Поставляется данная модель в интересной коробке в черном цвете из плотного картона. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол неплохого качества, но он недорогой, краткое руководство, блок питания на целые 120 Вт, но, к слову, они у вас будут использоваться редко, в конце узнаете почему. И кабель для зарядки с USB Type-C на USB Type-C. Весит смартфон по заявлению производителя 197 граммов, у меня результаты оказались другими, чуть больше 200. Габариты 164 на 77 на 8,7 мм без блока камера. Вместе с ним 10,6 мм. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать нельзя. Русский язык на борту, что хорошо, но это не удивительно. У всех смартфонов бренда BBK, неважно, произведены они для рынка Китая или Индии, глобальной версии или нет, всегда есть русский язык. И всегда можно накатить Google сервисы. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на этот YouTube канал, на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, телеграм-канал скидок 87 тысяч и мой личный телеграм-канал, где я размещаю результаты тестов до обзоров и скидываю несжатыми файлы, видео и фото с этих смартфонов, которые вы видите в обзорах. Приобрести данный девайс можно в синей, оранжевой и черной расцветке. Дизайн смартфона в стиле iQOO. Выглядит он, во всяком случае, интересно. Тыльная часть выполнена из матового пластика, как и рамки. В руке лежит удобно. Сборка неплохая, как и качество материалов. Особый плюс, что никаких водопадов сюда не запихали. Корпус не марки. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C версии OTG 2.0, что не хорошо, но стандартно. Стандартно 2 микрофона и капорт, а вот мини-джека нет. Далее есть динамики. Звучание здесь стерео Hi-Res качества. Для повседневного использования его более чем достаточно. В настройках можно найти предустановки звучания, функцию звука высокого разрешения. Также есть индивидуальная настройка для ушей. Да-да-да, и от возраста там все тоже зависит. Регулировка громкости отдельного приложения и подобное. Но кастомного эквалайзера, к сожалению, не завезли. И это плохо. Кодеков в целом достаточно. На экране вы можете видеть список поддерживаемых кодеков. Двойной X-линейный вибромоторчик неплохой, ко всему он еще и настраиваемый, как и тактильный отклик. Есть 4D-вибрация для игр, защита от воды и пыли официально не заявлена. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем, в отличие от некоторых своих собратьев, которые запихивают более старые дисплеи в новые смартфоны. Размером он 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Контрастность 8 миллионов к 1. Цветовой охват 100% DCI-P3, HDR10+ на борту, как и сертификация SGS. Плотность пикселей 388 ppi, что близко к моему золотому стандарту в 400 ppi. Пиковая яркость 1500 нит. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает. Вглядываться в экран не приходится. Запас яркости небольшой, но есть. Но мы вспоминаем, что у флагманов сейчас яркость 1900-1800 нит, и по большому счету 1500 нит неплохо, учитывая, что у коллег по цеху есть и 1200. Не будем тыкать пальцем, да? Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота мгновенной дискретизации касания 1200 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать и на экране. Результат плохой. Почему? Потому что все эти штуки, где 1200 Гц, они работают только в ограниченном количестве программ и игр, и мало где вы это встретите. А так, в целом, тач нормально, играть можно. DC-диминг при низкой яркости на борту, его нужно включать в режиме разработчика. Показатели шума вы можете наблюдать на экране. 100% яркости 10%, на 80 10, на 50 11, на минимальной 11, на нуле 14. В целом, результат по мне отличный. Always on
дисплей, разумеется, в наличии, мультитач на борту и 10 касаний экран ловит без проблем. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица, а также есть еще и комбинированный способ разблокировки. Притом сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро. Зарегистрировать один и тот же палец нельзя. Это, конечно, отлично, только у меня еще и больше одного пальца не получилось зарегистрировать. Возможно, это глюк прошивки, я на это очень сильно надеюсь, но в целом у меня смарт разблокируется только от одного пальца, потому что остальные не завести. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, внести биометрические данные можно до 2 лиц. Далее, подбородок у экрана есть, но он прям минимальный, можно сказать, его нет. Цветопередача приятная, яркости достаточно, экран меня порадовал, и от прошлой версии Neo изменения, как по мне, хорошие. В настройках, разумеется, можно все подгонять под себя. Процессор, к сожалению, установлен в MediaTek Dimensity 9000+, и вы поймете потом почему. Техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Mali G710, не самый топ, но и неплохой. Интерфейс Origin OS версии 3.0 на базе Android 13 версии. Также установлен интеллектуальный графический дисплейный чип Pro Plus, система охлаждения площадью 4013 мм², оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которая для большинства из нас не особо актуальна, но хорошо, что она есть. Минус в том, что это китайская версия, и для 4G нет 7 и 20 бенда, так что если вы в маленьком городе, для вас это вообще плохой вариант приобретать данный смартфон. Тем не менее, у меня смарт ловит связь просто отлично. Звучание во время разговора хорошее, проблем с датчиком приближения и микрофоном у меня не было. Запись разговора, разумеется, на борту и без уведомления о начале записи. Bluetooth предпоследней версии 5.2, почему 5.3 не запихали, я не знаю. NFC смартфон, разумеется, поддерживает, и на данный момент можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для данного процессора стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке он выдал больше 9 часов, и это прям круто, потому что тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает Flash Charge на 120 Вт, беспроводной зарядки у него нет, за час заряжается в среднем от 37 до 45 минут. И в чем магия? Здесь, если вы не включите быструю зарядку в настройках, он будет заряжаться медленнее. Если вы же ее включите, смартфон вас предупредит, что, возможно, он будет перегреваться. А если он будет перегреваться, как вы понимаете, ресурс батареи будет падать семимильными шагами. За 1 час просмотра видео на YouTube у меня уходит на 100% яркости по Wi-Fi 9% заряда, в играх поедает порядка 21%. В играх смартфон показал себя хотя достойной, и запускать тяжелые игры ему без проблем можно. Genshin тот же запускался за 17 секунд, но на максималках я не советую играть. Почему? Потому что где-то через 40 минут, через раз у меня смартфон реально понижал яркость. И это неприятно, я вам скажу. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит совсем не радужно. 198 гипсов минимально, максимально 448 и в среднем 259 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. А так как смартфон продается не первый месяц, а об этом писали многие пользователи, как только купили его на старте продаж, радости от этого, как вы понимаете, мало. Сколько в Geekbench 5 в 3D Mark вы видите? По поводу вообще Wildlife я могу сказать, что неплохая у него стабильность, с одной стороны. С другой стороны, хотелось бы чуть-чуть лучше. Если брать Antutu, то он выдает 1 014 000 баллов. Storage тест показывает отличный для данного типа памяти 90 000 баллов. 45-минутный стресс-тест проходит неплохо. Обращаем внимание на то, что он не сбрасывал частоту, и в принципе это лучше, чем я думал, особенно после того, как он не особо хорошо осилил тротлинг-тест. Результаты вы все видите на экране, как и результаты искусственного интеллекта. Перейдем к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки. Основной сенсор Sony 766V на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Сверхширик на 8 мегапикселей, макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Цифровая стабилизация также на борту. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, находится он по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео стандартное 1080p 30 FPS. В стоке, как всегда, имеется достаточно режимов для фото и видеосъемки. Все видите, к примеру, микрофильмы, съемки в движении, портретный режим Pro, долгая выдержка. Но это все не важно. Почему? Потому что примеры вы и так видели уже. Еще увидите. Картинка по мне с фронтального сенсора дерганая. Хотелось бы стабилизацию и хотя бы не 30 FPS, а 60 FPS. Основной сенсор снимает потребно. С включенной стабилизацией, разумеется, он кропает кадр, уменьшается разрешение съемки, но с суперстабом вообще все хорошо. Также есть небольшие рывки в движении по мне. Уверен, что с прошивками допилят. Фотографии ночью получаются хорошие. Короткие примеры вы сейчас увидите только с него. 1080p 30 FPS.
FPS, съемка с фронталки, IQ 7. Солнце бьет мне в лицо, солнце бьет в сенсор. Четко. 4К 60 FPS без включенной стабилизации, он ее постоянно отрубает. То есть я ее включаю, а он ее отключает. И вот так, да, если вы будете стоять, держать двумя руками, он будет снимать без стабилизации. Вот так он будет снимать, если вы будете снимать двумя руками с обычной стабилизацией. Разумеется, я здесь вижу кроп, как и вы. Супер стабилизации, кроп еще больше. Но обрывов я не вижу, и смарт нет. Вот сейчас он чуть-чуть оборвал картинку. В принципе, справляется очень даже хорошо. Даже если двигаться и снимать. Видите? Все плавненько. 4К 60 FPS, и вот так будет снимать ваш IQ Neo 7 с двух рук. Если вы захотите снимать с него. К слову, без очков солнцезащитных сейчас на улице очень тяжело. Поэтому камера тоже не радуется, поверьте мне. Вроде бы света много, но он такой неприятный. Тремор вижу, может быть, на картинке вы видеть не будете. Разумеется, можно параллельно фотографировать и ставить на паузу. И есть еще усиление голоса. Уровень шума сейчас снижен. Я включил усиление голоса. Смотрите, как это дело сработает. Фронталка 1080p 30 fps. Усиление голоса не включено. Вот сейчас я его включаю. И вот сейчас, по идее, вы должны слышать меня значительно лучше. Но, как говорится, не факт. Не факт. Рядом с трассой, прям как микрофоны тестирую, правда? Но микрофон уже есть в телефоне, вот и тестируем. 4К 60 fps без дополнительной стабилизации, точнее вообще без нее не включена. Еще раз напоминаю, что она сбрасывается, как только я ее врубаю. Съемка с одной руки, максимально солнечно, солнце бьет в сенсор, прямо в сенсор. Те же условия фронталка, но сейчас съемка ведется, получается, против солнца. Солнце бьет мне в глаза, а вы видите, как фронталка может снимать. Включаю усиление голоса, и, по идее, уровень шума, который рядом со мной, должен уменьшиться, а вы должны слышать меня лучше. Но вообще, несмотря на то, что 1080p, плавности немного, но картинка довольно четкая по мне. И теперь фронталка с движением, с усилением голоса. Надеюсь, что руку мне никто не отобьет, но не факт. Напоминаю, что в таких условиях, разумеется, снимать не стоит. Нужно одевать шлем, надевать. Разумеется, не надо снимать движение, ничего. Но мы же прекрасно знаем, что очень многие это любят делать. И мне кажется, что более адских условий для съемки не придумаешь. Только если какой-нибудь спуск с горы на велосипеде, если подключить, прикрепить смартфон на штатив, на этот велик, и, наверное, все будет веселее. Либо прыжок с тарзанки. Вот, в следующий раз буду тестировать смартфон на прыжке с тарзанки. В аквапарке уже было. Или прыжок с самолетом. Напишите, чтобы вы хотели увидеть. Последнее на моем канале. Мне кажется, это одинаково по экстриму для меня. И основная камера 4К 60 fps. Без стаба. Не особо быстро едем. Ну и хорошо, наверное. Может быть, что-то сможете рассмотреть. Солнце бьет в сенсор. Ночь, улица, фонари, просто безумное количество аптек. 1080p 30 fps. Vivo IQ Neo 7. И если встать и снимать, ну прямо на самом телефоне мне картинка нравится. Почему? Сейчас объясню. Когда я тестировал его вместе с Redmi Note 12 Pro, я тестировал их, получается, на штативе, без стабилизатора, и мне казалось, что IQ не вывозит, что его 1080p 30 fps это значительно хуже, опять же, на экране самого смартфона, чем у Xiaomi 1080p 60 fps на фронталке, хуже стабилизацию основного модуля. Допустим, сейчас я включу у нас усиление голоса, не так четко голос, но вот по голосу я вам скажу откровенно, если вы будете прислушиваться, опять же, в обзоре с Redmi Note 12 Pro заметно, до какой степени огромная разница между этими двумя смартами и по микрофону, и по картинке. Но для этого, опять же, вам необходим качественный экран. Если у вас 1080p экран,
Притом, допустим, IPS, ничего в этом плохого нет, или дешевый AMOLED. Вы вполне возможно не просто разницы не почувствуете, а вполне возможно вам Xiaomi больше понравится. Но только не в плане стабилизации, потому что стабилизация у него была, конечно, не в красную. А в принципе это не важно, потому что Xiaomi был на 50% дешевле. Когда я сейчас пишу все это дело, я понятия не имею, с чем я этот буду смартфон сравнивать. Скорее всего, я хочу его с Honor 80 Pro в самом начале сравнить. Вы уже об этом знаете. Но для меня самое важное, это опять же ощущения от аппарата. Ощущения от IQ сейчас примерно такие же IQ, как мне все время поправляют. Такие же, как от IQ 11, 10 или 9. Только 10, 9 и 11, в отличие от семерки, они сильно не отличаются даже внешне. А семерка от шестерки отличается довольно прилично. Можете посмотреть, и SE у меня было на канале. И, в принципе, мне этот смарт близок. К чему это все? К тому, что это дешевле, чем 11 версия. В чем ее упростили? Ну, во многом, но по камерам я не скажу, что намного хуже. Опять же, будете сейчас видеть в обзоре. Мне очень интересно, как кто кого победит. Honor с его оптимизацией без гуглов или все-таки IQ? Пишем в комментах, что вам ближе. Супер стабилизация 1080p, 60 fps, ночь. И все, кто расписывают, что Саня, почему так много примеров, во-первых, ловите себя на мысли. Если вы все это дело смотрите, значит это вам надо. И второй момент, разумеется, я во время того, как показываю вам примеры съемки, о чем-то рассказываю. Допустим, 10 тысяч раз могу напомнить про то, что самый убогий стабилизатор DJI будет работать лучше, чем любой стабилизатор любого смартфона для стабилизации изображения. Встали и запомнили. 4К 60 fps, немного красоты, закат, движение. И, разумеется, стабилизация пока хороша. Надеюсь, виды вам нравятся, надеюсь, что вы что-то слышите. Включил функцию разборчивая речь. И немного покатушки. Или, как говорится, мало покатушек не бывает. Думаю, хватит 40 секунд. Так, ну уже съемка на фронталку с усилением голоса, и теперь я знаю, с чем я его сравнивал. Во всяком случае, через час в начале ролика, разумеется, это будет Honor 80 Pro, а до этого сравнение у меня было с великим и ужасным Neo Redmi 12 Note Pro. И что я вам хочу сказать? Ну, скинтон, разумеется, у Neo 7 лучше, а вот со всем остальным стабилизация лучше. Но насколько ли он лучше в плане, учитывая стоимость, это вопрос всегда. Вам решать. 4К 60 fps, пляж, и интересно заметил штуковину, что при фотографировании смартфон сам начинает отслеживать лица автоматически. И я бы сказал, что это круто, потому что у него хорошо получается. И давайте X проверим. Ночной бесполезный с усилением голоса X10, X5 и X1. 4К 60 fps, съемка с двух рук, стою, никакой стабилизации не подключал, много огней, движущиеся объекты и, ну, не дико шумно, но шумно, то есть вялотекущий поток. В целом, если встать, то диоды, ну вот видите, там, допустим, вдалеке сливаются. Надо смотреть будет на большом экране. В целом неплохо, но даже, видите, с большим-большим билбордом он не справляется сбоку. Большинство комментариев это: Саня, снимаю в 1080p 60 fps и будет тебе счастье, потому что большинство так и снимают. Я, если честно, не понимаю смысл тогда покупать супердорогие смартфоны для такой съемки, но сейчас 1080p 60 fps as you wish, как говорится, как вы желали. И вот так, без включенного стабилизатора, вы сможете снимать что-то. Опять же, я вижу, что пока все неплохо. Возможно, я не прав. Сейчас включу стабилизатор.
Соврал. Стандартная стабилизация была включена, сейчас включена суперстабилизация. И с суперстабилизацией, я думаю, что будет еще все лучше. Не знаю насколько, но должно быть точно лучше. Вот сейчас вы наблюдаете, как если идти и снимать с одной руки, будет стабилизироваться картинка. Условия сложные, освещение везде разное, как вы видите. То есть где-то тенек, где-то диодные лампы прямо бьют в сенсор, допустим, вот там, вы видите. Но в то же время по мне смартфон справляется. Хотя я точно сказать не могу. Он чистой воды игровой, если, допустим, у него, опять же, помним, что триггеров, допустим, нет. Либо это более фото, видео. С другой стороны, апертура здесь не говорит о том, что он прям супер-мега видео или фото ориентированный. Давайте встанем и посмотрим, что у нас с автофокусом. Допустим, я снимаю часы, пытаюсь двигаться. Напоминаю, что в OnePlus все было волшебно. Что будет у нас с Neo 7? Ну, это я специально сделал, то есть он словил зайчика. Нет, хуже, чем iPhone. Однозначно. И фронталка 1080p 30 fps. Допустим, вы решите ходить в магазине. Обязательно каждый раз включать усиление шума, точнее усиление голоса. Не знаю почему. Очень часто настройки слетают, и вот так вы сможете себя снимать. Все равно улучшалка работает, хотя я ее отключил. И очень далеко нужно держать руку. Далеко. Неудобно. 1080p 60 fps. Все, что касается фудблогинга, либо какого-нибудь travel-блогинга, пожалуйста, сможете ходить по магазинам и плавненько что-то снимать. Мавен-пики. Делаем на X 2.2. Лучше 2.3. Центр. 1080p. И такая прелесть на столбе. Кошмар. Просто кошмар. Не устаю удивляться. Так, ультраширик работает только в 1080p 30 fps. И при попытке переключиться... Сейчас проверим, кстати, ультраширик это работает или нет. Закрываем ультраширик. Да, переключается на основную камеру. Ну хорошо, но максимум 1080p 30 fps. И насколько полезно, вот сейчас я включил усиление голоса, и вот так ультраширик вам будет снимать. Меня подтормаживает. Надеюсь, вы видите уже картинку без фризов. Минусы. Фронтальная камера меня не радует. Нет мини-джека, нет 7-20 бенда в китайской версии смартфона. Притом на iQOO 11, на котором у меня был обзор на канале, он у меня был глобальная версия, я его покупал. Глобалка есть. Возможно, и здесь появится. Это будет очень интересно. Нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Это неудивительно, в принципе. И USB версии 2.0, что тоже неудивительно. Нет никаких беспроводных зарядок, либо официальной защиты от влаги топовой, но он и не претендует быть флагманом, правда? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. И выход мне хотелось записать на Neo 7 в максимально неприятных условиях. Почему? Потому что позади меня источник света, и вы, скорее всего, видите темное пятно. Но я сейчас включил усиление голоса, и по идее это темное пятно вещает для вас достаточно комфортно. Я понимаю, что YouTube не любит плохие картинки, но максимально подробно и понятно, что может смартфон, можно определить только так. Напоминаю, что Tube в 100-й раз сжимает очень сильно любое видео с одной стороны, с другой стороны на большинстве экранов вы не увидите разницы в сжатом или не сжатом виде, алгоритмы у них очень даже неплохие. Этот смарт мне однозначно понравился. Я вижу, как серия растет. Если Neo 6 и Neo 7 поставить рядом, то разница огромная. Если говорить о iQOO 10 версии и 11 версии, вы можете посмотреть обзоры на канале, да они внешне даже толком не поменялись. Здесь есть и видно движение вперед. Здесь как-то неплохо даже работает ультраширик, который я считаю все равно бесполезной штукой. Здесь очень неплохо работает микрофон, опять же, по моим меркам, и вполне возможно, то, что вы в итоге увидите, будет отличаться.
Этот смарт, несмотря на тротлинг, хорошо себя ведет в играх, но периодически понижает яркость. Возможно, это моя проблема, возможно, нет, потому что Dimensity это хорошо для GPS, но не очень хорошо, по мне, все-таки для оптимизации любых игровых процессов. В целом, если вы знаете, что такое китайский смарт и готовы мириться с китайской прошивкой, однозначно вы для себя можете сделать вывод, что классный смартфон, если вы уже имели дело с iQOO, стоит приобретать. Если нет, за эти деньги можно купить просто море различных девайсов, включая глобальные версии, где-то докинуть, где-то, может быть, даже сэкономить и не знать бед. Почему? Потому что недешево это все-таки. И то, что я перечислял в начале по поводу великолепного вибра, каких-то фишек особенных в этом смартфоне, это в первую очередь актуально для Поднебесной. У нас это не будет работать в принципе. То есть вы платите за смартфон, который является классным, но утрированно 50% функций вы никогда не сможете использовать. Девайсу от меня однозначно да. Ставим лайк за труды, подписываемся на телеграм-канал мой личный, где я скидываю результаты тестов до обзоров, и их больше. Телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. 9 часов в PC-марке это хорошо, я вам скажу. 40 минут зарядки до 100% это тоже хорошо. Повторяюсь, девайс туда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.